time, but for now. Okay. Yeah, there it is. There it is. I assumed that might have been it. That the ban actually. Итак, ДМ6 крафтед ЗТЕ, Навокен, руины, забанены Вайзер и Рейнджер. Куллер против Авика. Полуфинал номер 2. И понеслась Авик Никса, Куллер тоже Никса, у Авика Дум также, две Галины и Айзен у Куллера. Решил не все стартовать, то Куллер почти всегда на Галине. Это у нас best of 5, то есть нужно выиграть 3 карты для победы. Авик, я думаю, все фишки Куллера знает и не будет вестись на провокации. В том плане, что бегать и аркадничать. Но вот сейчас у Авика уже проблемы. И как он сейчас подставился, нелепо. Настолько он не ожидал, что будет Куллер именно на миге. Так, здесь Куллер забрасывает Хэвик, но на самом деле Авик сейчас 100, а Куллер 100-0. Но вот сейчас хорошая ракета от Куллера, будет он заканчивать с этим персонажем также и успевает спокойненько взять себе мегу. Пока все очень четко от Куллера, у Авика не зашел, но вот сейчас он попал. И в итоге равный стэк. Ну, Куллер сейчас с Хэвиком будет. Пока первый раунд складывается удачно. Очень хорошо Куллер. Все ракеты отдоджил, отстрейфил и почти без дэмэджа ушел. Спокойно взял мигу. Так, сейчас Авик получит здесь. Да, здесь не угадал он направление, с которого заходит Куллер, хотя там лежал, отдыхал Хэви уже, но Авик совсем никуда пошел и легко его убили. Банили Вайзера и Рейнджера. Так, сейчас может сжечь, а потом замашинганить Авик Куллера. Здесь мега на блюдечке. Куллер пойдет за рейдом. Absolutely incredible. Very good at it here, but now he's forced onto his Nyx as Av3k did get that initial frag. Девайс уже скоро, но, наверное, не будет сейчас перестрелок. Свое возьмут. Беру, конечно, арморчик бы взять еще один. Да, хотя бы 75 уже хорошо. И сейчас будет, по идее, рейл спину. Нет. В лицо. И Куллер решил из инвиза проатаковать. Хорошая ракета на 70 хп. И Авик пошел низом. У кого шаг лучше. Но вот у Авика поначалу пошло, а потом вообще куда-то прицел сбился и просто легко его Куллер в итоге перестрелял. Много осталось. Так, Авик снова в бой и снова сжигает его. Did Av3k even have a chance to pop his ghost walk there? I have no idea, but that LG was absolutely insane, and even more of it here as Av3k's going to get caught out in Cooler dominating at 2-0 up already. That is incredible. Пока Авик. It's actually kind of remarkable how fast 3 of those frags went, and it was just out of this world LG. To the point where the second one, I'm pretty confident there that Av3k did not have a chance to use his ghost walk because he was fresh off the spawn. Куда бежать и зачем? Очень жестко его наказывают. При том, что это карта Авика. Уже 2-0. Но потом нарывается Куллер.
Unfortunately, will not get in on the rail, but has delayed the mega, so a little bit of a split because the heavy was delayed as well. Does have his upper area on lock. Actually, I'm assuming Cooler might actually have an inkling, though, that the delay was taking place because of just how early. Чувствуется некая неуверенность в действиях Авика. Не понимает он, как лучше к Антону подобраться, потому что на шафт там лезть, в принципе, без мазы, особенно через неудобный проход. Ну а, собственно, сам Куллер особо не высовывается. Quite the message Cooler will send if he takes this first map 3-0 here. Av3k trying to make sure that doesn't happen, playing slow near the rockets. A fast 3-0, I think, is the last way we expected this map to go. I was almost going to sort of remark. Так, словил рел. Сейчас Спасибо за стрим. Ты народный комментарий. And this is normally known as a bread and butter for so many of these real legacy players. Av3k having a bit of a hard time off the spawns too. I mean, he's sort of lost his first champion consistently, and it's. Да, очень плотно Авик здесь. Кидал тотемов, тут же рейл от Куллера. Куллер уже бежит. Еще раз рейлит, попадает. И сейчас будет перестрелка, но здесь Антон. Повезло ему, конечно, что Авик его. Так, сейчас Авик замешкался на секунду и... Что же он делает-то? Нет, в итоге как Мегу-то не взял Куллер. Там на самом деле Авику поначалу ничего не светило, но в итоге сделал фраг, 2 никсы. Хороший 3-болт. Интересный такой прострел. И здесь инвиз, потому что там бы так и остался в воздушном пространстве ДМ6 Куллер бы. Авик довольно-таки аркадно играет. Так, из инвиза атака. Ох, какая красивая картина. Я так в гонках, когда играл, у меня тоже с тенью гонялся. Так, хорошая контролька от Куллера. Словил он там 3-болт. Наверное, будет прыгать на джампаде. Нет. Ну, здесь, конечно, без маза. И оба несутся к Хэви. Хэви через секунду уже лежит. Авик аркадничает очень жестко, сейчас сожгут его. Почти не попала ракета. И сейчас Авику нечем будет драться на... Куллер какой-то бессмертный. 1-2. Возвращается в этот матч. Авик очень хорошо сыграл. Этот раунд. Хотя, конечно, стрельба такая нервная у обоих. Но надо, конечно, постоянно дэмэдж наносить, иначе на ДМ6 проиграешь, если постоянно попадаешь. Ну, сейчас опять один из рейла попал, другой что-то из 3-болта. И нужна Авику ракета. Снова обмен. Снова обмен. У них просто какой-то просто бесконечный перестрел друг друга. И Куллер бежит на Хэви, забирает. Не знаю, как так. Ух ты! Сейчас сожгут! Авик, конечно, сейчас... Немножечко ему повезло. Куллер, когда уже прыгал в конце на этот Хэви, я думаю, он был уверен на 100%, что там Авика, ну никак не кажется. Так, Куллер ищет соперника.
Ой! Какая ракета. И мига сейчас будет для кулера. Здесь еще и шок. Армора. Все неплохо. Последний дум. Хэви лежит. 2 рельса от кулера. 3 рельса от кулера. И 4. Ну, это уже, конечно, было божественно. Первая карта. До свидания. Да, рейл в порядке. Кулера. И это как бы весомый аргумент. Авик, в общем-то, ничего особо такого не показал. Куда ты его успеваешь делать? Нереально. Absolutely clean as anything. Almost turbo mode, and again, we're going to see Av3k get caught up by that 50 short so many times down there. COOLLERZ just a monster. Look at this LG. Just nuts. That moment was a bit unfortunate for COOLLERZ as well because it was just. Но вот местами были хорошие, на самом деле, такие моменты. Но в решающий момент последняя, как говорится, ракета за кулером была. Only 2 away now from grand finals and giving us the rematch that many of us are waiting to see. Might get the opportunity for a salty run back here, but Av3k. Да, призадумался сейчас сыграть Corrupted Keep. Ну, в принципе. It seems to me like Av3k just kind of had a slow start. Those first 2 rounds really just didn't work out at all. It was a matter of losing his first champion and then just. В принципе, есть у Авика тоже хорошая стрельба. Какой красивый профиль. Вернее, это 3/4. Всем привет, кто подошел поздно. By far COOLLERZ star weapon previously, and okay, there's the Flame Boy. Actually, kind of surprised COOLLERZ gone with the flaming head. Я влюбился. Yeah. Interesting in a death knight on Av3k sense. This will be very, very interesting. But yeah, as you mentioned, no rail on this map, and that COOLLERZ, what, 7 rails in a row? It felt like just constantly, absolutely destroying Av3k every way he would peek. There's a rail, and there's a frag. But he's going to have to rely on his rockets and LG on this one to take this map. But again, these are phenomenal for him as well. So Av3k has quite the mountain to climb as we get into map number 2 of this second semifinal. Who is going to make their way to the grand final to play Rafa? I don't know. Шел 3-й день турнира и 30-й час стрима. Соляру. Понеслась. Corrupted сразу. Авик ракете. Сейчас будет драка. Так, хорошие ракеты от Авика, просто божественные им. Все попал. И кулер, кстати, на анарке сейчас его, по идее, должны сжигать. Ну там мало, кстати, очень осталось всего. Ой-ой-ой, что это такое? Hello. Чуть-чуть лаганул на стрим. Бодрое начало. У Авика вообще ничего нет. COOLLERZ сразу все съел, пока нас набила. Так, сейчас Авику, не знаю, да, выживать, сам себя запер. Ну, вернее, я не грущу, спасибо. Все в порядке. Это легкая усталость. Так, Авик на экране. Не попал он. Деднайтом, кстати, Деднайт. Да, пропустили мы этот момент. У кулера анарки, это забавно. Авик решил Деднайт сделать. Это очень забавно. Предлагал стать моим замом. Виталий Мутко.
Здорово, Витель, from my heart. Ох, ох. И не хватает все равно Авику чуть-чуть, чтобы сделать этот фраг. Сейчас шафт и на полтос. Офигеть, как сожгло сейчас Авика. Это просто была чума. Там кулер-то был гораздо меньше по стеку. Просто все вошло. Да, перестреливает его, конечно, кулер. И сейчас Ален будет закрывать раунд. Там Авик просто никакущий. Но здесь надо прыгать и убивать. Еще ракету. Авик не понимает, куда вообще бежать, что делать на последних хп. Антон уже не вылезает просто. Сейчас еще полтинник на ракете. Да, все, съел всю карту. But it's not going to hold a candle to what COOLLERZ is looking at. And the fact that he had such a horrendous start, and he's likely to take out Av3k. Look how weak he is. Как вы, батенька, живете? В долг живу. Долг, сказал Авик и пошел загнивать на ракете. Первый раунд за кулером. Но здесь просто все перевернулось. За секунду, и кулер уже не отпустил. Become so horrifically in control. There was no way out. Пошел второй раунд. He had to stop. Антон пошел на горине. Because it would have been certain death. However, he's been given another lifeline as the next round has begun. COOLLERZ taking big damage again. There are some resources to retreat to. Авик хорош, но вот эпизодами. Сейчас сожгут его, скорее всего. Just like that, the tables have turned. Could even die here. Chase from the LG, just harassing Av3k and finally getting the frag. Без шансов. So frustrating for Av3k. Maybe Мегу, по идее, успеет забрать, сразу прыгнуть к шафту. COOLLERZ сразу включил зум и готов сбривать. Saving grace that he spawned near the mega and was able to collect it. You know, COOLLERZ was kind of eyeing up, trying to take that as well, but just wasn't meant to be. Так, сейчас COOLLERZ, мне кажется, зря так пошел. Ну, правда, там тотем его страховал. Так достаточно мало осталось. Так, есть армор. COOLLERZ армора нет. Так, сейчас будет встреча. Причем какая-то нелепая. Так, у Авика там здоровья вообще нет. Сейчас у обоих поровну. Первым будет армор. Ох, сейчас могут Антона сбрить. 1 хп. Да, здесь Авик уже просто задавил. Так, мига сейчас будет для кулера, потому что Авик сразу понесся в сторону Хэви. Трибол практически не используют в этом матче на караптере. И Авик сейчас опять может затоптать. Там это турель мешает активно Авику стреляться с кулером. Пока успевает еще что-то съедать. Так, Авик на ракете и сейчас может сжечь. Нет, не сожгет, COOLLERZ сам убил себя. 2.25. Последний анарки у кулера. Просто сапсанище пролетело. Авик ждет полтос. Кулер унес в сторону Хэви. Хэви чуть-чуть пораньше. И врывается Антон на мегу. Непонятно, зачем Авик не стал отходить в телепорт. Потому что, в принципе,
Не нужно было ему там стреляться. Вряд ли бы Анарки пошел за ним. Хорошая ракета. Куллера сейчас очень мало. Ух, как повезло, 8 хп осталось. Здесь Авик не может попасть, но все-таки вошел. Шотган последний 1-1. It feels like, uncharacteristically, there's so much damage being done from range with that super shotgun and Anarchy. The thinner champions were taking up less of the spread. So это всего лишь вторая карта. Куллер на Амиге. Всегда на Галине. Кайк уже пошел воевать шотганом. 35 хп, 10. И сейчас Куллер очень быстро восполнит свое здоровье. Будет как новый. It's almost funny that we were talking about how effective the shotgun was, and right as Av3k needed to get just 10 more damage, he couldn't hit his mark. Забыл взять. Сейчас ему может это боком выйти. Были там две аптеки, промахнулся. Так, Авик утащил Мегу и понес в сторону армора. Темп игры, мне кажется, возрос в 2 раза. Сейчас просто постоянный какой-то. У нас бой идет. У Авика, по ходу дела, заело плюс форвард. Он просто не останавливается. Вы посмотрите. Так, сейчас Антон на Анарке. Заюзал адреналин. Авик тем временем Мегу утащил. И сейчас спокойно возьмет хэви, будет очень толстый. Ай-яй-яй, как-то да, непонятно куда идти. 2-1, Авик вырвается вперед. Начал он его перестреливать, соперника. Но просто на аркаде давит. И немножко к такому возросшему темпу пока не готов. Он привык все-таки играть более так медленно и стратежно. А Авик просто иногда реально налетает, вообще не заморачиваясь. Так, задилейл, сдержал Куллер взятие хэви. Но Авик это тоже теперь знает. То, что Мега гораздо раньше в итоге будет. Так, Куллер пошел рашить Мегу. Забрал ее. И сейчас этот хэви будет на руку Авика. И теперь вообще по таймингу все хорошо для него. Куллера там нет армора. Он взял полтинник. Сейчас Мега 5 секунд. И на хэви Авику надо бежать. Авик раньше начал стрелять, но Куллер сейчас будет с армором. Здесь не будет полтинника. И сейчас встретится. Что ты делаешь, Авик? Да, так, конечно. Такие штуки только при каком-то понятном везении могут проканать. Так, чуть-чуть задел фаерболом. И сейчас будет встреча. Как Авик, конечно, аркадно играет. И сейчас он отожмет еще и хэви. Просто дэмэдж все время. Не забыть ему про армор здесь. 7 секунд Мега. Авик уже здесь. Увидел Куллера, значит Мега должен забрать. Так, Куллер не пошел. Нету Авика ракеты, но нам, по-моему, особо не нужна. Ох, врыв на ДК, и Авик получил просто нереальное количество дэмэджа. Хэви прям под ним, как вовремя-то.
появился. Так, сейчас может быть встреча. Домиги, опять же, много времени. Почему-то я уверен, что Авик туда прибежит. Нет, не пошел в этот раз. Мегу забрал кулер. Еще его пробрило тут. Ох, сколько дэмэджа наносит Авик. Просто нереальное количество дэмэджа. На следующую мегу по-любому, я думаю, он будет врываться. Ребят, очень хорошо играет, конечно, поляк сейчас. Ничего не скажешь, просто какой-то чумовой. Так, мегу утащил Антон, тоже уже на аркаде. Towards that 50 shard, grabbing the rockets here. It does not have flame strike up, but he might catch out Cooler here, raining down rockets toward that heavy, trying to bully him off. Anarchy with the dodges. И 1,5 минуты, ну... О, как брился! Ну что творит? Что творит? Что творит? Здесь закрывают кулера. 1-1 по картам. Фантастика. Взяли каждый пик соперника. Ну, конечно, сейчас Авик фантастически выглядел. The Blood Covenant performance was so sublime because Cooler just straight up refused to miss rails. The second rail was removed from play. It seems to have a little bit of difference in how some of these fights went anyway. But that said, this is the only map where there is no rail. You know, so if that is going to be a huge factor, this was the only time it was going to happen. Yeah. Да, к такому темпу реально Кулер немножко не готов оказался. Ну, карта быстрая, карта маленькая. Авик просто прет и прет. Интересно, что у нас следующее. Следующее ЗДН. Но больше она, наверное, подходит стилю игры Кулера. And then being able to win the round on that is good mental fortitude at the end of the day. We expect that from these players this late on in the tournament. But Blood Run as our next map. We know that Cooler is famous for that slow-paced gameplay, and it doesn't get any давненько, кстати, Кулер Карап тут не проигрывал. Не помню, кто его там побеждает. Oh god, I mean, it wouldn't be the first time we've seen it. But it would be quite a spectacle, I think, this late on in the day. Time to settle in, but let's get into the champions here. See what we got. Ну что, делаем ставки, господа. Очень важная карта, 2-1, кто поведет. Это психологическое преимущество. We're going to get into Blood Run here shortly, and this one should be a very good one. As you said, might be a little bit slower than what we're used to. We could see long, drawn-out rounds. It's all about setting the traps on this map. The jump over to heavy, absolutely almost suicide against these players as their LG. ЗТН точно за кутком. Он же русский. Ну, Авик тоже, в принципе. Без 5 минут. Всем удачи и красивого Quake чемпионса. Понеслась. Хорошее начало от Антона. Ничего не скажешь. Так, пытается он Авика перехитрить, здесь минус, минус. Но перемудрил. Хэви, кстати, только сейчас был подобран. И Авик не знает, как ему выйти оттуда. Ну, Кулер, на самом деле, до бесконечности, конечно, стоять там не будет. Хорошо пробил. И нужна ракета. Нет, Кулер пошел за шахтом опять. That was what I was concerned about. Was Av3k almost like was seeming to wait for him to run out of ammo or something? We have seen that before. Players can get a little bit too fire happy, but Av3k now has that element of control. Кулер сейчас уже толще. И война, весь шаг входит.
8 хп. Сейчас будет мига еще для кулера, потому что, может быть... Ой-ой-ой, как Авик опять жарит, то что же он творит? Пойдет он сейчас подберет полтос на Навгане и успеет к Хэви. Нет, не успеет уже. Кулер там взял, нет, кулер участник взял армор, пытался он его подождать, подкемперить за уголочком, но Авик не пошел. Так, у кулера полный стек. И сейчас могут встретиться, нет, Авик. У Авика вообще сейчас все плохо, по пушкам нечем стрелять, сейчас кулер может его запереть. Прыгать вниз, конечно, не стоит. Хэви подобран, но Авику здесь лучше, на самом деле, не тусить, иначе он просто не выйдет сейчас. Да, очень смело играет. До сих пор нет ракеты, кончился 3 болт, шафта практически тоже нет. Но все равно, вот у кого тихого шага нет вообще. Нет, сейчас появился. Очень много дэмэджа, но... Has a very good stack to work with actually, does Cooler. Definitely don't count this guy out. He has plenty of the round left too. Непонятно, где кулер. Так, обмен рейлами. Кулер ушел. Кому достанется Хэви? Очень важно Хэви. 2 хп, в шоке. У кулера 1 хп. Нет, наоборот. Так, мига еще не скоро. Вот сейчас появится, вот сейчас появится. И сейчас будет встреча, тут же рельса. Авик не ждет. Не лечится в луже. Сразу в телепорт. Аптеки появились. Хэви 3 секунды. Кулер без армора. Авик не знает, идти, не идти. Так, все, Хэви подобран. 1,5 минуты. Авик 100-100. Сейчас он может на самом деле уже... Может уже начать бегать. Now this is where Cooler, he has to stack. He knows he has to be aggressive. You know, a famous Cooler once said you have to know when to be aggressive. And this is Антон очень толстый. For Av3k, he's not going to make it easy, is it? It's very clear to know what the objective needs to be this late on. Мегу не берет. So I think he's going to be even more aware. Ну, Авика, в принципе, более-менее все в порядке. И сейчас может быть подлов. Да, Авик очень плохо сыграл. Так, какой респаун интересный у Авика. И прогнал он кулера. Сейчас пойдет, возьмет ракету и полтос и будет ждать на миге. Да, мига за Авиком. Я думаю, сейчас будет врыв на Хэви. Ах, как пробрило. И какой рейл. Но Авика там меньше все равно. Вопрос, кому следующий мига достанется. Антон пошел. И попал ракету еще. Но не особо там, видимо, мощно. Авик в порядке уже. Следующий Хэви здесь не забрать. Кулер хорошо занял позицию. His disposal. Av3k being very, very patient here, and I like it. I like the play.
There's the LG. Хороший обмен дэмэджем. Авику досталось гораздо больше. И сейчас может не выпустить его кулер. Так. С контролем полный порядок. Ой, как кулер здесь саркадничал-то. Ну здесь очередные качели, то один, то другой тащат, давят. Здесь, конечно, Авик сыграл отлично. Cooler looking a little frustrated there, but again, it is early on in the map, and Cooler with the aggressive ghost walk play. Кулер на Никсе опять. Will go straight for the heavy. Лежит. Ох, сейчас может отжать. Фраг еще набрал. Кулер все съел, сделал фраг. Отличное начало раунда. Сейчас будет душить на... Так, неплохо. Авик здесь тоже зашел. Антон, куда ж ты лезешь-то? 5 хп, ну куда ж ты лезешь-то вообще? Там, кстати, табуретка убила польская. Ой-ой-ой. Аркада. Была наказана. Так, Антон идет. Ох, как Авик сбрился-то божественно. Просто 2 хп осталось. Но у Авика не было здоровья, у него был просто полный армор. Не было. Там, ну, здоровье там 60 где-то было. И ждет, он пытается отвоевать хэви. 3 секунды. Кулер вырывается. Так, там табуретка. А, блин. Все что ли? Бррр. Вот это матч. 2-0 за ТН. Жесткий Авик. Повел на сденчике. Так, Авик сейчас может хэви успеть. Ну, там будет, наверное, рукоджам кулера. Я думаю, Авик будет прыгать в любом случае. Там могут ракеты кончиться. Так, чуть покоцал. Нормально, нормально. Никса уходит в инвиз. Тратит. Но сейчас она там подъезд. Полтинчик на лгане. Но к следующей миге у Авика будет гораздо лучше ситуация. Ой-ой-ой, Никса без инвиза. И чуть-чуть, на самом деле, сейчас кулеру не хватило. Так, сейчас Авик заберет. 2-1, да? А, нет, извиняюсь. Ну, это просто слишком нервно, поэтому я уже... Так, сейчас не понимает. Авик где соперник? И карту отдан. Нет, нет, все в порядке. Можно еще спастись. Рейл не заходит. Ни у кого никто не попадает, вообще никто ничего не попал. Да хотя бы в табуретку стрельни. Так, Авик дождался его под рейли. Хороший рейл. И у кулера беда там с здоровьем. Но он сейчас 100 на 50 должен заходить. Залетать, я бы сказал. Хэви отжат. Авик пошел бегать. Every frustrating shot he can land, shutting down all momentum. You know, you finally feel like it's a chance to go in or take a fight or whatever it might be. You get hit by that one annoying rail. Хорош. Врыв. Суицид. Ну, попал тоже много. Сколько там у кулера? 150. Хэви совсем скоро. По контролю все в порядке у кулера. Мне Авик, по идее, дождется. Попал. Чуть-чуть. Сейчас будет драка. Нет. Авик понял, что подстава. Хэви 5 секунд. Хорош. Getting one, but that tribot was going to be a little bit of a thorn in the side as he tries to take the heavy and actually iron up that turret as well to try and be like that second base. And there's the rail. Excellent stuff. Yeah, the combination was fantastic.
Последний персонаж Doom у Авика. Первый будет. Хэви. Кулер все очень хорошо по стеку у Авика. 50 армора всего. И бродит он на рельсе. Av3k has been, we talked about how unpredictable Av3k can be. I think Doomslayer is a very unpredictable champion, especially when those fights take place. Хороший обмен рейлами. Ну, Кулер здесь гораздо более толстый. Выходит на Хэви и спокойно его должен забирать. У Авика вообще нет армора. Подрели. Но для Кулера сейчас это вообще не проблема, потому что он тут же все выедает. У Авика даже 100-100 нету. И следующий хэвик тоже его. Авик ищет момент, чтобы еще раз попасть из рельсы. Где его армор? These guys are playing for the one kill, and for good reason. Av3k is behind, but even though he has the smaller stack and he's giving these 150. It doesn't really feel like Av3k is behind, if that makes sense. No, not really. He keeps hitting those rails. Again, the trade is in favor of Cooler, and Av3k has to be careful, but the rocket jump up will actually miss. Just a slight delay. As Cooler goes Подрыли. Опасно. Так, там ракета залетела. Еще одна. У Авика очень все плохо. Кулер продолжает жестко контролить карту. 10 секунд до следующего армора. Включили на Авика. Так. Ничего не попал. Полтинника даже нет, но нет, лежит. Сейчас могут на выходе телепорт ловить, но Авик не спешит. Наконец он сделал себе хоть какой-то стек. Но там Кулер слишком сейчас толстый, естественно, воевать Авик не будет. До того момента, пока что-то не попадет издалека. Смелый выход от Авика. Можно сейчас в итоге девайс какой-то один украсть, потому что уже два никак не взять Кулеру. Да, так и получилось. И уже Авик в порядке. 20 секунд до следующих. Место, конечно. Так, сейчас в бок будут шафтить. Нет. Кулер сам сбежал. Есть рейл. Здесь стрибол не особо выручает. Но вот сейчас Кулер опять должен все забрать. Нет, не все заберет. Авик лезет. Ой. Как они встретились. Кулер чуть-чуть потолще. На полтос. Так, Авик, кажется, понял, где соперник, да. Следующий девайс опять. Практически одновременно мигать чуть пораньше. Авик, по-моему, пошел туда занимать как раз позицию. И Кулер сейчас может отдать Хэви, потому что сейчас Авик просто прыжочком. Так, понял Авик, что там враг. Там нет хп вообще. И Авик пошел добивать. Так, понял он. Где Кулер? Кулер на аптеках просто сидит. Сидит. Авик, наверное, будет на полтосе пытаться подловить. Ай-яй-яй. Здесь хорошо Антон сыграл. Нету ракеты. У Авика контроль полный сейчас. 150 Кулер.
И опять весь трибол. Так, ну вот это уже проблема. Куллер просто стоит на шафте и слушает. Сейчас может Мегу нахалявить. Куллер. Нет, не получилось. Really, really good play here. Solid from both players. As again, we're still stuck in this stalemate. The stack for Av3k is better. It doesn't matter unless you can find this frag 3 minutes and 30 seconds into sudden death. 5-я минута сейчас пойдет, если не дойдет дело. Так, Av3k спалился. И снова трибол. И очень неплохо. Куллер принял Av3k. Момент истины, еще трибол. Здесь в ответочка. Куллера там очень мало. Что Антон, Av3k похоже себя чувствует. Куллер пришел заранее на мигу и, скорее всего, ее заберет. И контроль переходит к нему. Да, услышал это Av3k. Оба понимают, кто где. Куллер не прыгает. Сейчас опять могут забрать Мегу у него. Нет, Av3k. О, какой трибол. Еще попал. Еще попал. Еще. Но кто первый сюда зайдет? Так, Av3k здесь лучше сыграл. Куллер 100-0. По-моему, это самый длинный матч на этом турнире. Длинная карта. 100-0 Куллер. Хэви следующий. Совсем скоро. Спалился Антон. Не попасть здесь. Хороший трибол. Еще трибол. Рейл. Куллер сейчас будет 150, по идее. Хэви раньше. Хороший рейл. Но Хэви поднял все равно Av3k. But he hasn't deleted the totem. Oh my god. That's just a second word for it at this point. The turret. My brain is melting from this 6-minute overtime. И сейчас будет драка решающая. Av3k 100-0. Вымучил раунд. Антон, ну здесь на самом деле было жесткое 50 на 50. За ТНТВ. Куллер снова на миксе бежит. Ох, сейчас можно отжать. Ой-ой-ой, какая плюха. Ну там трибол. Один хелс оставил. 20 сейчас у Куллера хп. Просто так все на тоненького. Хэви уже появляется. И Av3k врывается. Карту он сейчас отожмет. У Куллера есть обилка, для него это самое важное. И сейчас дождется он полтинничек. Куллер решил из инвиза протаковать. Есть ракета хорошая.
really substantial, to be honest. As Авик все еще на контроле. very careful, methodical play starts to come back Трибол immediately как пошел next round. And в дело I must say, this на is ЗТНе. what I was expecting. Так, It almost Мига like Av3k just kind of got that crazy подбирается momentum in ровно those за first few 15 rounds, секунд, which, то есть that's what he is, you know, можно super known for, между knowing when to девайсами go in. гулять. And his accuracy, I think, is Контролить naturally an оба. extension of that, but Very patient at this banana. We'll have У Куллера, кстати, до сих пор нету рейла и шафта. И, в общем-то, больше 75 армора он не соберет. Только ракета. Вау. Еще и на тотем нарвался Куллер. Ай-яй-яй. Чуть-чуть Авик не хватило. Так, Хэви он должен, по идее, помнить, что следующий. Ну, Куллер не будет выходить туда, будет на лугане сидеть. Так, не пошел Авик, пошел другим путем. Успевает он, по идее, бегать от Миги до Хэви, поэтому, в принципе, успевает еще проверить какую-нибудь нычечку. This is where things get a little bit worrying because it's 2.5 minutes gone. The first half of this round Так, интересно, отжал. Вы видели, что сейчас сделал Куллер? Он посчитал Хэви, зашел на него с инвизом и украл. Так, там для Миги секунда. Cooler's travel just coming up short there. Av3k gets in on the Mega, 4 seconds to Heavy. Cooler nowhere to be found around the corner. Следующий Хэви, конечно же, он заберет. И рейл попадает. Так, по-моему, на тотем напоролся Куллер, да. Тотем Авик хорошо ставит. 5 секунд до Меги, и эту Мегу, по идее, Куллер сейчас заберет. Авик как-то вообще забыл про нее. Да, просто подарил. Так, еще тотемчик. Куллер верхом пошел через шотган. Ох, какой рейл. А вот сейчас... Интересно, сейчас Куллер может опять на тотем нарваться. И Мига уже 3 секунды. Да, тотем есть. И пойдет ли Авик сейчас на шаг? Пытаться все-таки фраг сделать. Сейчас опять может быть, я чувствую, овертайм. Да, Никсе сейчас, конечно, тяжко, без контроля и 100 на 75. Что делать, непонятно. Second he was, he deleted him in an instant. You know, 6-minute overtime, gone in 5 seconds. So one would hope to not make that kind of mistake again. He's springing. Так, через инвиз. Нету у Куллера. Ой-ой-ой, последняя ракета. И сейчас может быть развязка. Офигеть, как сейчас Куллеру повезло. Но Авик красавчик, попал рейл. Очень тяжелый, в очень тяжелой ситуации. Чуть-чуть Куллер, конечно, не... Тоже не убил соперника. Но в итоге Куллер на контроле уже. До Миги времени просто вагон. И контроль полностью за ним. Да, контроль прям сейчас очень четкий. Практически невозможно перехватить, потому что времени хватает. Так, по-моему, из инвиза пошла атака от Куллера. И у нас пошел второй 7ds подряд.
quite literally bringing this map back in his favor, kicking and screaming. He's really just slowed this Нормально down. такая прорашил эту мегу. That we're seeing right now, and it's getting the job done, right? This is his style. Имитация рокет-джампа. Хороший рейл. Просто там все дрожит, трясется. Ай-яй-яй-яй-яй, Антоша. Так, Антоша утащил Хэвик. И может сейчас проатаковать. Что за чумовая выдержка? 3 секунды. Нет, нет. Выдыхай, бомбер. Хэвик, 2 секунды. Забрал авик. Лезет он за кулером, кулер не дается. И все по-новому, но здесь у авика чуть лучше ситуация. Все-таки он брал последние девайсы, и он контролит. Как говорится, Санта-Барбара, часть 2. Пошел авик в аркаду и наказали. 2-2. Да. Until it's absolutely perfect, and Rocket, for COOLLERZ' sake, that Rocket was perfect. 2-2 now, going into the 5th round on this 3rd map. A little bit of machine gun damage from both players here as COOLLERZ gets to the tribal, peppers in at that railgun area. But Av3k jumping down and chasing him down there almost feels like signs. Так, сейчас может авик просто шафтить кулера. Нет, он там наловил этих болтов. Сейчас будет стычка за хэви. Стычка не получилась. Авик хорошо этот эпизод сейчас отыграл. И на контроль стал. У кулера проблемы с пушками и со стаком. Но он сегодня не из таких вылазил. Ай. Не попасть. 16 хп. Сколько раз на предыдущем. Так, сейчас будет подлог. Сейчас сожгут, конечно. Кулера, он уже немножко так потерялся. Так, что за спаун? Что за спаун? Прямо перед соперником. Сейчас будет встреча. Не попасть устал, наверное, уже. Слишком тяжелый матч. 6 секунд до хэви. Авик немного запаздывает. Нет, в итоге все-таки заходит. И контроль за ним. Мега лежит, не попасть. Так, есть. Вообще не попадает. Ну, то кулер больше попал там. Так, авик, по-моему. Так, авик сейчас хэвик заберет. Стоит прям на нем. Да, забрал. Жарь, какая рельса. По-моему, кулер будет отсиживаться. Ждать полтос. Лежит мега за авиком она. 2:30. Надо выходить. Секунда до хэви. Хороший рейл. В следующей меге более-менее. Так, хорошая ракета. Но ушел Антон, потому что самого у него мало. Мегу опять авику пришлось брать бесхозную. Так, все, кулер сейчас 100-100 уже, я думаю, пойдет что-то делать. Но нет вообще рейла.
Так, Хэвик очередной. Хорошо подбили. Совсем небольшое преимущество у Авика по стеку. 1,5 минуты, кстати, тем временем остается играть. И Мегу эту заберет Куллер. Авику, в принципе, лезть не нужно. 3 болт еще там. Пендаль отдал волшебного. Нет армора совсем. 5 секунд Хэвик. Хорош. Ох, там весь трибол зашел. Последняя минута пошла, там, по-моему, у Авика уже нега карманная. Ох, что происходит? Какая стрельба? Кто на полтиннике первый? Не выйти. Антон, Хэви забрали уже. 35 секунд. 10, 50, 30. Я помолчу. Обнаружил себя Антон и не знает, где искать. О, есть рейл. 10 секунд, я молчу, я молчу. That's going to come through, and a hard, long fall. Finally comes to an end, 40. 2-1. Берет Авик свой пик с огромным трудом, хотя, конечно, повел. For me, that was a perfect example of how diverse Av3k can be. So the first 2 rounds, we were on the verge actually of having our fastest map of the series with Blood Run, which is normally the complete opposite of what we see with those first 2. But then as they start to climb back, we start to see COOLLERZ bring it back very, very painfully slowly. But Av3k was more than happy to play at that speed as well. Красивый момент. По-моему, там было более жесткий момент. И следующая карта у нас Волкан. Напомню, забанены Вайзер и Рейнджер. Pretty funny, bro. But yeah, Awoken is a unique map for us to see here at the very least, because I feel like we're at the point in Quake Champions where the maps are so diverse, you're pretty much going to be giving a different bag. Авик еще не выходил. Даже близко, по-моему, не подбирался к топовым местам на таких международных ланах. 2-1 пока в его пользу. I'm actually kind of hoping we get some really jammy ring outs. Yeah. Mainly just because I'm a bit of a jerk and there's so much on the line, it would be the worst way to lose. Because it's funny to us. It's funny to us, but it's horrible. Horrible for the players behind the wheel. We are bad people. But here come the champ picks again. Galina's auto-locked. I do like the beaked Galina on COOLLERZ end. Eisen's as well. So a lot of area denial. A lot of damage coming out. Death Knights too. So we're gonna have a full on. Death Knight у COOLLERZ интересно. I can do better. COOLLERZ was pretty much the main player when Death Knight was doing, particularly during PGL, where Рома, мы с Death тобой. Knight was Держись. popular Осталось champion. немного. Часика 3 равно. Very strong back in that match. We saw COOLLERZ actually on Awoken specifically able to Авик тоже устал, да все устали. 2 дисциплины, 3 дня нон-стоп. Пошла Awoken. Пошла Нора, продолжение. There are many people out there that want to see the run back between COOLLERZ and Rafa. It would be a legendary match in its own right. У Авик тоже ДК, собственно, зеркальный персонажей. И я не понял. COOLLERZ утащил его Мегу и потом пошел взял. Хэви подобрал. И что-то Авик тут
Проснуться никак не может. Сейчас его могут подловить. Вообще не понимает, куда бежать. Кулер уже на контроле. Да, ёлпа. Там минус 60. От этой встречи Куллер еще больше сделал разницу между Мигой и Хэви. И... Ой-ой-ой, какая плюха. Прямо в лицо. И Куллер пошел в бой на ракете, наполучал, конечно, много. Хороший рейл. The second jump actually revealing only a toe. Theoretically, that shot was possible, but it was almost like pixel accuracy, so it's no wonder we didn't see him go for it. But that one rail has put COOLLERZ again in a bit of a bad spot. Сейчас драка за Хэви будет. Хорош, конечно. Лайк идет рельса. Палит он дальний полтинник. И есть комфортное время зайти на Мегу. Куллер уже где-то рядышком. Куллера, по-моему, рельсы нет. Поэтому Авик здесь его пытается зажать. Так, там на тотем, по-моему, напоролся кто-то. И сейчас будет драка. Так, подловил соперника. И сжег. Но Авик здесь, конечно, все съел. И расслабился буквально на секунду. Тут же наказали на ровном месте. И теперь уже... Так, сейчас минус Алик. Изи. Ничего, как говорится, не предвещало, но вот уже Куллер впереди, и время не так много остается. Сейчас Куллер, я думаю, будет давить. Ой-ой-ой. Здесь не попасть, и Хэви уже за Авиком. Ой-ой-ой, да как так вышло-то? Там сейчас еще мега будет за... Да, у Куллера спаун дальний, мега за Авиком. Не ожидал он. Вот вам и турель, как она периодически с толку сбивает. Мега следующие 5 секунд. Авик бежит. Но он встречает жесткий шаг. Ой, как сжег-то сам. Первый раунд за ним. Да уж. Так, сейчас с респауна. Не ошибся. А вот... Так, хороший рейл. Кстати, Мегу сейчас Авик отожмет. Уже Куллер. Так, продолжает Куллер давить и сжигает. Там, по идее, есть только единственный полтос сейчас на шафте. А, нет, даже его здесь нет, потому что вот до этого съели. И к тому, что у Куллера особо нет вариантов, чтобы ничего съесть. Первым будет Хэви. И Авик будет руки джампиться. Нет, пошел он через... Джампад, нужен роки-джамп. Ой-ой-ой, а почему не шафт? Так, мега лежит, кстати, там. Потому что ракеты надежнее оказалось в итоге. Сейчас будет встреча очередная. Очень много дэмэджа. И как Авик выжил, непонятно вообще. По-моему, бежит за ним Куллер. Нет, не пошел. Первым Хэви. Ну, Авик, конечно, по контролю в порядок. Залетела. Это рельса.
По-моему, у Куллера нет шафта. Но зато есть рейл, и может сейчас он закрыть авик. Даже не понадобится. Для этого ничего делать сам. Он упал. И здесь изи фраг. Отличный респаун. И 1-1. And it's just how explosive and unpredictable Awoken can be. It's in many ways why so many people love watching it, why so many players like playing on it too. There are so many different things you can do. Да, конечно, сейчас straight up getting the turnarounds. In this case, Cooler очень неудачно сыграл. Так, авик пошел с гвоздями. И Антон не промахнулся. Гвоздями воевать. 20 секунд прошло, минус 2 персонажа. 30 секунд. Хороший раунд, 1-2 в пользу Куллера. And we saw that at PGL a lot because of, you know, Death Knight had that explosive ability and it did so much damage, but that was just pure LG and rockets right there. That was pure skill right there. Cooler showing us why he is one of the best players in the world. Worthy adversary for Afra in grand finals. That'd be sure he makes it that far. Снова аркадничать. Here we go again. The combo. Хороший триболт. From that totem hurts. Ой, какой триболт, неуган. Power of Christ burns just a little bit, but Cooler getting that heavy machine gun. Куллер очень сейчас толстый. Tri-bolt and a lot of LG Av3k waiting, but can't hit the rockets. Вообще авик ничего не может сделать, просто Куллер плюс форвард нажал и ломится нон-стопом. Если что, решающий катер будет руины. Что там авик начал делать? Какую-то ерунду творить. Силы покидают игроков. Do it. He looks very strong, has the champ advantage here. Av3k on the back foot. That LG so strong. The switch to rail, fantastic. Вообще нет хп. Не естественно. Нет, даже дается, еще и рейл попал. Да, как-то вот эти раунды просто какие-то легчайшие для Антона. Просто размочил 1-0, повел авик, и потом просто 3 раунда в хлам. И у нас 5-я решающая карта, это руины, да. One more map, let's do it. It's because the job is not done. There's so much determination here from both sides, and you know Cooler is just hungry for that run back. And we just saw a perfect example of just how dangerous these champion combinations can still be, especially when you have just out of this world LG. Like, собственно, все началось вот с этого момента, потому что вел, в принципе, авик и во втором раунде, но 3 рельсы, да, Антон тоже иногда отжигает. Like I said, they were just 3 claws rails. Only a few players will go for them that close because it's a death sentence if it misses. Yeah, I mean, what do you do when they're hitting all the rails? There's nothing you can do. But we'll see what they can do on Runes of Sarnath. This is going to be the 5th and final map. In the semifinals, winner will go on to play Rafa in the grand finals. Разрешение предъявлено. This has been a ridiculously long series. I don't know what our people at home think. The predictions, I think, not really getting thrown out the window at this stage. It's as close as people expected to see. Yeah, this is as close as it gets here. And I have a feeling that this may go to 5 rounds on this map as well. We saw how strong Av3k was against Cypher earlier on this map. It's all down to how they play and what their traps are going to look like, and also what their champ choices are going to look like. I wonder if they're going to go with the донаты один веселее другого. Спасибо. Well, we'll find out, because it's going to be Galena first on both sides. It's going to be Ison. Shock horror. Нормальные шутки. Первоисточник. Doomslayer. I mean, ему респект. Руины, Дум у Авика. Интересно. Никс у Куллера.
it's going to be a little bit of variation each side. It's going to be the Doom Slayer for Av3k. It's going to be Nyx for COOLLER. COOLLER was one of the original Nyx players, like back when Quake Champions first started its journey in Quake World Championships. He was really sort of like inventing the strategies of going in with the ghost, using it aggressively, not just like a get out of jail card. Постоянно. Surprised, it's almost coming full circle, if you will, if he's able to pull this one back, but here it Ну is, ladies здесь, and gentlemen, it's going to be the final map here in конечно, our second semi-final. It's going to be COOLLER, it's going to be Av3k, карта one player. такая больше Finals подходит to к face COOLLERу. Rafa, and it's time to get this show on the road. Тяжело будет. Нормально. Постреляться. Ладно, все, смотрим. Две Галины на старте. Авик пытается взять ружо, но только машинган. Пошел. Так, кстати, Хэви тоже не берется до сих пор. Только сейчас его взял COOLLER. И сейчас может быть подлог на шафте от COOLLER. Нет, пошел он там по своим делам. Авик взял все пушки. Привет из королевства Галины. Тотемчик. Ну, Авик спокойненько пойдет, возьмет Хэви сейчас. Нет, решил тоже сдержать. Причем достаточно так серьезно. Пора уже брать. Вообще не берет. I just like how it looks. I want to admire it for a little bit. It is gorgeous. Delaying it for almost an entire Что на экране что-то промелькнуло у меня. That's interesting. Не слабо так задержал. There we go. A complete. И в итоге одновременно взяли. Так, COOLLER за углом. Хороший рейл от Av3k. Второй хороший рейл от Av3k. Ой-ой-ой. Жестко перестрелял. И там, по-моему, на тотеме, что ли, появился COOLLER. Попасть здесь. Так, сейчас COOLLER немножечко переаркадничал, мне кажется. Интересно, где будет респаун. Если на Хэви будет весело. Нет, повезло Авику. Так, Никса там осталось. И у Авика все закончилось. Первый миган. A little invisible lady. Yeah, and you gotta love that play, that the interview with Av3k where he said aim doesn't win tournaments. It does not. You saw that big brain play there, syncing up the items, and it really worked out for him. He's looking for the. Ну вот сейчас может не успеть на Хэви. Авик. Так, COOLLER пошел через... Ой, какую ракету попал сейчас Авик. Но у него сейчас большие проблемы. Если здесь полтиннич, нету. Мне кажется, COOLLER понял, где враг. Semi-finals, and they're giving us this world-class gameplay right now. It's a treat to the eyes, honestly. But Av3k can start playing this slow game. Wait for the light armor, pick it up accordingly. Так, в инвиз ушел COOLLER. Словил ракету, словил вторую. И Хэви сейчас будет до него, если только не успеет. COOLLERа там очень мало. Сейчас Авик будет запирать на шафте. Там нет инвиза. Сжег, конечно. Очень жестко. 1-0. Rounds for Av3k. There's not much of this map left to go, 40. Yeah, this is absolutely nail-biting here as we're going the distance, I think. COOLLER. Интересный мув с респа. Сейчас можно так на минут не успеть. Нет, в итоге все съедает по пушкам. Сейчас может быть подлов на пушках. Там у COOLLERа, по идее, нечем стрелять вообще. Так, Хэви раньше. Авик, если Мегу посчитал, то успеет. 5 секунд до Меги. Нет, не пошел, нет.
все-таки пойдет. У него самого ракеты нет, поэтому, конечно... Так, сейчас может быть подлом. Кулера, по идее, только ракета. Жесткий какой-то им. Но авика нет ракет все еще, поэтому ему, конечно, надо его скорее взять, чтобы как минимум делать руки джампа. Куллер за углом. Still has 2 up for the time being. It's a fair amount of time until he gets the third, but the second he does, the party is going to begin. Авик к ракете даже не приближается. Так, лежит Хэви, забрал его кулер, услышал, кажется, это Авик. Почему он не берет ракету, интересно. Здесь есть места, где без нее вообще не обойтись. Сейчас кулера побольше здоровится. И рейл не идет в авика. Не может что попасть, кулер пошел вниз. Авик, конечно, хорошо так контролит карту. И сейчас будет за мегу драка. У авика гораздо хуже ситуация. Кулер все съел. Хороший рейл сейчас. Но кулер возьмет дальний полтос и, по идее, уже на хэвике займет позицию. Контроль у него сейчас получше все. Ой, когда еще шахта нет. Ай, сейчас еще можно здесь подловить. Так, мега сейчас уже точно за авиком. Он вообще не берет ракету, 3-я минута уже. Но ему не нужна ракета. 5 секунд до хэви. Очень жесткий, очень жесткий тип. Так, ракету ему, собственно, доставили на 3-й минуте DHL. Какую ракету попал авик? У кулера там вообще нет хп. В подвалах он прячется, непонятно куда идти. Айзен у него 1,5 минуты играть. Авик на контроле, еще к тому же. Кулер как-то сохранился. Минута 10. Мега достаточно скоро. 3 секунды. Так, все подобрал. Мега лежит. Так, сейчас может быть взятие меги на халявку. Вот авик удивился этому звуку взятой меги. Кулер очень толстый, причем подарили ему сейчас мегу 30 секунд. Так, сейчас будет встреча. Минус авик. Ой, 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 куда, Антон, последняя эта ракета? 15 секунд, понятно. Ну как так можно было попасть хорошо первые? 3, и последний вообще ничего не залетело. Да уж. Be an incredible result. Yeah, absolutely fantastic. This is it. This is. И отметьте, авик реально 3 минуты ракету вообще не брал. Она ему просто не нужна. Так, кулер на меге. There's so much riding on this match. You know, Cooler is one of the most composed players in the world. He has been for such a long time, but ой, а куда весь стек делся? Вроде много было. Хорошая рыла кулера.
Cooler looking for the rail here from that T-con position. Так, Мега чуть раньше, но Авик ушел на армор. Looks like they were trading the items for the time being. I mean, Avic's hit and run style has been working. He honestly has really not piled in at any point on Ruins, unless he knows the kill is basically guaranteed. He's been taken free from range. He's in range for LG. He's now going to swap to rail. It's going to be 2 misses. Никто ничего не попадает. Но у Авика, конечно, позиция очень плохая, но в итоге он умудряется все-таки сам попасть. Мега за кулером. Авик на хэви подходит. Кулеру нужен армор. Ну и сейчас все в порядке. Так, Авик пошел через джампад, сейчас его могут спину подрылить. Мега раньше, и Авик сейчас может утащить всю карту. Кулер немножко не успевает. Нет, Авик не пошел, на самом деле, вообще. Так здесь рассада поиска. Very easy to turn around, and there it is. There's the turnaround. A little bit of a speed boost, do him a mini favor, I suppose. But Av3k is once more healthier for this fight. Cooler. Первый Мега. Кулер пошел на нее. Чтобы не стало. И, скорее всего, будет прыгать на хэви. По-любому, я сейчас думаю, будет прыгать. Здесь встретили его хорошо, но контроль в порядке. Примерно равная у них будет ситуация, если сейчас Авик съест полтинчик какой-нибудь. Так, Авик там напоролся на тотем. И у него оверхилл. Лежит Мега, вот сейчас Кулер подобрал. Абсолютно равный стек у игроков. Кулер сразу в подвал за хэви. Авик просто на это посмотрел. 4-я минута сейчас пойдет, пока счет не открыт. Мега первый. Авик все вообще отдал уже. Так, но у него здесь карманная Мега, поэтому особо ему париться нечего. Может сейчас Кулера подловить на... Да, много дэмэджа. Много дэмэджа. Кулер все ракеты попал. Играть 1,5 минуты. Спаун. Авик бежит за Кулером. Машинганить. Ой-ой-ой, что это такое? Что это такое? Что это такое? Нет хп там. Ну там у Авика тоже нет. Бум. Так, Авик сейчас... Ой, ну что, как так получилось? Что это за аркада такая? И у Кулера спаун не очень хороший. У него спаун дальний, и он хэви не заберет. Но у него и по пушкам сейчас все лучше гораздо. COOLLERZ 100-0. Willing to commit fully, doesn't want to get caught out here. Does throw down the turret. Now makes his way over to the rail. Also could use an LG, and he's going to go ahead and grab that as well. 4 seconds to heavy. He's going to be right on time as Mega was taking my color job. Из инвиза Никс. There he goes with the rockets, and they're phenomenal. Опять на ракете Кулер перестрелял. 2 frags. There's the berserk from Av3k trying to hunt him down. Ай, забавно получилось. И 2-1. Вообще какой-то ужас, ужас, что происходит. Это, наверное, самый длинный у нас матч. Авик стандартно отыгрывает. Респаун. Ну вот этот раз хэви он заберет.
Сейчас может быть подлог. Куллер за углом. Куллер вбривается. Авик тоже хорошо шахтит. Так, где-то есть. Так, Куллер ракетой. Все свои последние моменты Куллер решает ракеты. И сейчас будет встреча. Так, могу здесь не взять. Прет, конечно, Авик очень жестко на Куллера. Там все попадает. Куллер кемперит шафт. Сейчас, скорее всего, подловит. Нет. Ох. Ох, ничего у Авика не залетает, но в итоге все-таки потом попал. That's actually really bad news. Cooler is weak, but unless he lands those rails, he does Я в шоке с finally Авика. manage to land. Просто в шоке. Где будет респаун? Так, сейчас опять Авику, конечно, везет. Так, сейчас могут встретиться. Av3k will tie it up here, and he drops down perfectly. There's the totem trying to distract. He's going to go through again. And now they're just dancing through the telly. Av3k's going to push. He's going to eat a lot of nails. На куллеровский нел, да, лучше не лезть. Ой-ой-ой, как она там попала-то. И где? Ну, нужен спаун на Хэвике. Да, опять Авик здесь. Yeah, that rocket was straight up surgical, and there it is, the last chance. The Ghost Walk was popped. If he didn't have that, he was absolutely dead. There's so much riding. Очень тяжело это наблюдать. Нету у Куллера инвиза, есть зато рейл. Две рельсы попал. 3. Авик, конечно, прет очень странно иногда. Куллер на контроле. И сейчас его будут запирать там 100. 100. Куллер. Авик, конечно, такую дичь иногда творит. Зачем ему на этот рейл надо было идти? У него было преимущество. Просто ой, на рокет. Было хорошее преимущество. +1 персонаж. На 3 рельсы нарваться. Но как Куллер, конечно, 3 рельсы попал. Final round. Все нервы закончились. Уже просто смотришь и киваешь. Так, Антон пошел добивать шафтом. Спас Авик там, прыгнув с пробелом. Куллер ищет, чтобы добить. Kind of knew just roughly how much time he had to maybe get one of those rail angles before Av3k can Так, Авик тем временем 100 себе сделал и, скорее всего, Мегу он тащит. Да, преимущество не удалось реализовать. Еще один рейл от Куллера. Av3k needs to be very careful. Does put down the totem, trying to spam some rockets. Cooler will drop down after a little bit of LG tickle here. He'll heal up off the totem. Barely spots out Av3k. Misses on that rail, but we'll get the heavy again. Doing a very good job of controlling that. He does not want to give that up. 5 seconds to his totem. 2-0 вел Авик, и, в принципе, в каждом из последующих раундов у него все было неплохо, но иногда аркада, которая иногда его выручает. It's the fact that they're both Galena too. They have the same weapons, they have the same opportunities as each other. This is a complete, even playing field. Так, там Хэви сейчас. Ну, сейчас просто обменяются девайсами. У Куллера нет ракеты. Сколько уже рейлов вот таких попал Куллер, когда Авик просто на него прыгает. И Куллер идет наказывать шафтом.
Ой, первым начал стрелять сейчас Авик. Решил отойти. Ой-ой-ой. Ну там сейчас Хэвик для него. И разошлись. Куллер за углом. Авик его ищет, не понимает, что Куллер, в принципе, уже отъелся нормально. Cooler had the advantage, and then how it turned around as Av3k went behind him and got the initial LG damage. Первым Heavy. It's kind of crazy to me how Cooler, he almost like picked that fight so, like, there was so much determination in that, and he was the one that got surprised. Like, that's just an unusual turn of events. But unfortunately, Так, 3 секунды до Миги. So much health, so much armor. Here comes a fight. They're both doing even damage to each other. The rails don't connect. That's going to be bad news for both parties. Av3k now heads him off, but he gets caught on the ledge, which puts him не попасть здесь. as well. Шанс для Куллера. Времени уже не останется потом. Так, сейчас Мига будет. Ой-ой-ой. По идее, не идет Авик вообще на эту Мегу, да, дает все. Куллер знает, где Авик, по-моему. Giving Av3k a fighting chance. May he live to regret it. He's destroyed the totem. He's given his position away. He needs to be very, very careful. Okay, he's back up to a health degree. Так, где Куллер? Все, Коршун он ворвался. Хорошая ракета от Авика, но Хэви здесь не заберешь. На Мигу разве что теперь успеет. Очень сейчас смело сыграл Авик. Ох, какая ракета от него. 15 секунд до армора. Куллер там уже сидит. Ну вот сейчас... Так, 3 секунды Хэви. Авик, кстати, ушел вообще с Хэви. Мигу сейчас это позволит Куллеру, по идее, взять. Да. Нет, Авик прет, ничего себе. Авик, по-моему, все, с тормоза слетел. Уже просто ломится. Уже просто ломится. Да как там? Блин, 10 секунд, ребят. Так, не угадывает. Ну как так-то получилось? 2 секунды. Все, GG. Авик в финале, Авик в финале, Авик в финале. Если честно, я за Авика. Вот если не брать сейчас Куллера, его поражение рад, потому что, блин, ну открытие чемпионата, я в шоке. Как он вообще добрался через такую сетку? Сайфера обыграл. Ну и все мы знаем Авик, что он очень прикольный чувак. Кстати, смотрите, зрителей много. Ну, конечно, так, Зута уволили, я смотрю. Сидит зрителям. Ну, молодец, Авик. Ну, конечно, местами просто нереально. Какой-то Quake творит. Хотя, конечно, Антон с ракетой на руинах просто тоже там вытаскивал. Не знаю, пока лучший матч этого чемпионата.